Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры. Вот у нас Песок, танк второго уровня, легкий танчик СССР, вот, БТ-2. Сразу скажу, что желательно на нем играть на топовом оборудовании, поэтому запасайтесь сразу свободным опытом, потому что так надо. Предлагаю уже по сложившейся традиции сразу пойти посмотреть бронирование БТ-2, хоть это легкий танк, понять, а есть ли у него вообще броня. Идем. Итак, быстренько, вот наш БТ-2. Смотрим, пробегаем. 17, 16, 17, 26, 15, сбоку 13. Брони нет, идем в ангар. Так, все, выяснили, брони на нем нет, у нас пробивают абсолютно все вторые, уж тем более третьи уровни. Соответственно, нужно понимать, что же это за тачка такая. Давайте посмотрим основные модули быстренько этой машины. Стоковая пушка у нас с альфой 36 с пробитием 40. Вот эта пушка первого левела идет, средний урон 10. Бронепробитие 28-39, снаряда в магазине 20. Но бронепробитие такое себе. На этой пушке встретитесь, а вы очень часто будете играть против третьих левелов, да, где с таким бронепробитием вам просто делать нечего. Вам надо будет стараться на БТ-2 заезжать тогда в корму. Цель, конечно, игры на этой танке, да, проходя на БТ-5, это, конечно, выйти на вот эту пушку 45 мм. Она стреляет одиночными снарядами. Бронепробитие уже 51, 88 на голде, 47 альфа, заряжается 2,3 секунды, достаточно комфортно. Вот общий ДПМ там 1200 с небольшим. 0,44 разброс, да, точность пушки такой себе. Время сведения хоть и написано 2,3 секунды, но поверьте мне, вам будет казаться, что этот танк на этой даже пушке сводится вечно. Скорость игры на мелкоуровневой технике очень большая, поэтому очень важно покачать, конечно же, топовый двигатель и топовую ходовую. Потому что здесь у нас лошадей всего лишь 400, а здесь уже аж целых 450, как минимум 6%, 6-7 даст подвижности. Вот. Давайте смотреть, что за оборудование. На этом танчике я на нем уже достаточно покатал, и сюда заходит два типа оборудования. Либо просветленная оптика, вот как я поставил, либо турбина. Турбина прибавляет плюс 4 километра вперед, 2 назад, да, но он и так достаточно вперед подвижная эта машина. А вот просветленная оптика дает дополнительный ассист по засвету для ваших союзников, что выражается в прибыли в серебре. А этот танчик, не является он фановым, да, и, на нем просто катать в песке, когда вы уже прокачаетесь там до 10 уровней, вы точно не будете, потому что, нет, не фановый. Поэтому его просто нужно пройти, комфортно пройти, как можно больше заработать серебра, поэтому рекомендую ставить все-таки просветленку. По снарядам. Основной у нас ББХ летит 757, а вот голда уже почти 1000. Голда здесь хорошая, с хорошим пробитием, с хорошей скоростью полета. Фугас, пробитие 23, урона наносит всего лишь 62, не намного больше, да. Поэтому рекомендую играть на основном типе снаряда, а против бронированной техники применять подкалибер. С хорошей скоростью полета. Вот, по снаряжению ставить сюда ремку. Когда будут гуслить, хоть будете чиниться. По экипажу у нас здесь 3 члена экипажа. Наводчик, механик, водитель, командир. Вот, первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт. Вторым перком всем боевые братцы. Дальше качаете, как показано в таблице. Поставили мы оптику. Экипаж у нас 3 перка плюс. Огневая мощь. Смотрим. Значит, заряжается пушка у нас 2 секунды, запятая 43. Почти 3 секунды. Время сведения 2,43. Но будет казаться, что все 4 секунды сводится. 0,46 разброс у нас, а ДПМ чуть меньше. У меня штраф за то, что экипаж у меня хоть и с ЛТ пересадил, с теста ЛТ 10 уровня, но он не переобучен на 100% на этот танк. Поэтому у меня потери. У вас, вероятно, такого не будет, если вы только качаете эту технику. Вот. УВН, кстати, неплохие, как для совка, минус 8 градусов. По ХП. ХП здесь не так уж много, но это все-таки легкий танк. 320, это реально мало. По мобильности. 55 вперед, 20 назад.
почти 42 лошади на тонну, поэтому я и говорю, ставьте просветленку, а не турбину. Он вполне себе вменяемо набирает скорость и едет вперед, назад. Вот, а просветленка все-таки вам увеличивает обзор. По незаметности, перк незаметности у меня не у всех вкачан, поэтому у нас неподвижная машина 24 в движении 19. Если бы был выкачан перк незаметности на командире, то здесь был бы в районе 30. А здесь был бы в районе 24-25, где-то так. Вот, по обзору у меня штраф 289 метров, минус 19, так было бы, ну, там, 300. То есть танк слеповат, и даже с просветленной оптикой обзор не сильно увеличивается, но хоть что-то. И поверьте, ассист у вас будет идти. Еще раз, танк не фановый. На танк лучше заходить со свободным опытом, чтобы максимально быстро прокачать топовый двигатель, ходовую, топовую пушку и башню. Вот, быстрее пройти эту ветку и пересесть уже на БТ-5 третьего левела. Плюсы танк. Хорошая скорость, и набирает он ее вперед. Это плюс танка. И на этом, по сути, все плюсы закончились. Потому что по броне это сплошной минус, брони нету. Также к минусу можно отнести подвижность на месте. То есть он достаточно вяло ворочается на месте против, там, в сравнении с другими, да, конкурентами на этом уровне. Вот. Обзор у него слабенький. Слабенький, стоковый. И даже просветленная оптика не сильно спасает положение. Вот. Незаметность, ну, танк все равно крупноватый. На вторых левелах есть более маленькие танки, легкие, да, других наций, которые по незаметности, конечно, выигрывают у БТ-2. Вот. По пушке переходим к основному параметру. Ну, такое себе, даже на втором левеле пушечка. Вот, она меня бесит только одним в основном, да. Ну, альфа какая-никакая есть. Пробитие, особенно на голде, хорошая. Скорость полета снаряда хорошая, и это плюс. Но минус сводится долго. Ну, нету здесь 2.43. Вот ощущается, как будто сводится 4 секунды. И мы это сейчас проверим, поедем в бой и вам это покажу. Так что, ребята, танк не фановый, прошли и забыли. Но это мое мнение. Вот. Предлагаю отправляться уже в бой, пощупать, подергать за рычаги, посмотреть, что же такое БТ-2. Погнали. Так, господа, степи попали в одноуровневый бой. Вот, 10 на 10. Обзор боем БТ-2. Фугасы здесь слабые на этой пушке, поэтому мы их применять не будем. Будем применять только ББХи плюс голда. Голда у нас пойдет против ЛТ ВЗ-35 и М1441, если нам они, конечно, попадутся. Но пока на ББХах. Всегда удобнее играть на голде, безусловно. Иногда удобно на фугасах, которые хорошо урон приносят с нормальным пробитием, но это не про этот танк. Промазали. Мимо дерева. Да, сведение, конечно, на пушке. Говорить тут нечего. Тихий ужас. Так, гнездо себе свили. Основной отстрел идет на центре. Не, надо вперед, чем мы тут засиживаться?
Есть пробитие. Ага, летит. Вопрос куда? Залетался. Так, ну что, заходим врагам в тыл. Оп, обнаружили врагов. Опа. Гасим, гасим. Так, Т-45 меня тут целит. Оп-оп-оп. Броня не пробита. Надо упороться. Все, отлично. Т-45 надо выкуривать. Так. Ищем второго товарища. Он, наверное, где-то на воде. Ну чё, свое ХП отбили в двукратном размере. Сумма урона — это на стрелы за свет. Но я играю на ББ. Иногда переключаюсь на голду, ибо надо. Я их сейчас точно по захвату выиграю. Можем себе позволить принять урон. Все. Нормально. 700 даги, 800 почти суммарного урона. Пойдет. Пойдет. ББ в сочетании с голдой. И все, и пройдете в этот танк, никаких проблем. По бою сразу хочу отметить, что на ББшках все равно как-то вот прям очень много не пробитий, особенно на расстоянии. Очень сводится все-таки как-то долго пушка. По прямой едет хорошо, а поворачиваемость на месте плохая, тугая. То есть поворачивает танк, подвижность на месте не самая лучшая. Давайте посмотрим результаты боя. Ну, мы первое место заняли по урону. Итого начислено 13 310 серебра, 12 тысяч у нас чистыми даже сыграли на обычном не премиум танчике в плюсе. Вот. Еще раз, по плюсам хорошая подвижность вперед. И это его единственный, наверное, плюс. Потому что, ну, пушка слабовата, пушка долго сводится, брони у нас нету, на месте подвижность хреновая. Обзор, ну, на мелком уровне техники обзор у всех плохой. Так, сейчас. Да. Обзор, конечно, такой себе, даже с просветленной оптикой. Но опять же, у меня потери минус, потому что экипаж
не переобучен на этот танк, ну извините, там с 10-го левела для снятия обзора переобучать на мелком уровне постоянно экипажи я не буду, потому что я их просто ушатаю, а мне еще на десятках ездить. Но даже при всем при этом мы заняли первое место по урону. Вот. Как по мне, танчик слабоват. На втором уровне есть гораздо более интересные машины. Вот. Пишите свои комментарии, как вам эта тачка зашла, не зашла, на каком оборудовании вы катаете, вот. Какими снарядами стрелять, может, вы фугасов играете. Ставьте лайкосы, вот. Подписывайтесь на канал, говорю, до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.